больше и больше задач мы делегируем искусственному интеллекту не только на работе, но и в частной жизни. Кто о чем? А мы попросили ChatGPT спланировать для нас отпуск. В этом видео я расскажу, что из этого получилось. Оставайтесь на канале, чтобы узнать, может ли ChatGPT стать вашим гидом. Yes. Итак, в октябре 24-го мы плавали на круизе по Средиземному морю. Подробнее про круиз я уже рассказывала в другом видео, ссылка в описании. Ответственные решения, такие как покупка тура и авиабилетов, мы нейросети не доверили. А вот туры по городам спланировал для нас ChatGPT. За время круиза мы посетили 6 городов Европы. Мы приплывали в порт утром, и у нас был целый день, чтобы познакомиться с городом и посетить местные достопримечательности. Самый простой вариант был бы заказать экскурсии на самом круизе. Это оптимальный выбор для тех, кто ценит безопасность и удобство. И таких, как оказалось, было большинство. Все экскурсии распродавались за несколько дней до прибытия в город. Мы не планировали покупать экскурсии. Нас не устраивали высокие цены, большие группы и ограниченная свобода передвижения. Это значит, мы должны были составлять маршрут самостоятельно. Один из городов нашего тура был Генуя. И я потратила 2 вечера, изучая историю, пролистывая YouTube-видео и делая закладки на Google Maps. А потом ChatGPT за минуту выдал нам план для каждого из 6 городов с учетом времени перемещения наших интересов. Давайте посмотрим, насколько реалистичными и практичными оказались туры от нейросети. Начнем с Барселоны. Круиз по Средиземному морю в октябре. Остановка в Барселоне. Спланируй туристический маршрут для семейной пары без детей. Интересы. Основные достопримечательности, местная история, культура, кухня. Сделай расписание тура с учетом времени и способов перемещения между локациями. Включи расходы. Исключи посещение музеев. Учти, что пара готова много ходить пешком. Вроде неплохо. Так мы закрыли тему с планированием маршрутов буквально за несколько минут. Но в Барселоне что-то пошло не так. Мы идем по Барселоне, у нас задача из порта дойти до Саграда Фамилия. Мы решили не брать такси, у нас такой городской хайк. Время рано, 10 час, улицы пустые, народ бегает на велосипеде, ездит. Мы хотели купить билеты Саграда Фамилия заранее, онлайн. Но уже за 3-4 дня, наверное, до поездки билетов уже не было. Ну, у нас есть план Б – стоять живую очередь. Ну, а даже если не получится ничего страшного, у нас есть билеты в парк Гауди. Ну и просто мы же гуляем по городу. Я гуляю по Барселоне! Вместо того, чтобы взять такси, мы решили прогуляться. Ну, нам 6 километров не беда. Саграда Фамилия впечатлила, и количество людей тоже. Потом у нас случился незапланированный перерыв с парой бокалов сангрия. Мы вышли в порту, мы решили не брать шаттл и вообще не пользоваться общественным транспортом, не потому что мы не хотим этого делать, мы решили просто ножками пройти по городу. Посмотрели город, это была классная прогулка, как бы мы не пожалели. Саграда Фамилия, билеты внутрь мы не смогли купить, потому что уже за 4 дня все билеты были распроданы, и сейчас они продаются только онлайн. Сейчас у нас в планах пройти в дом Гауди. Потом у нас есть билеты, купленные заранее онлайн. Гуэле парк. Сейчас у нас Сангрия Тайм. Время нам не давали Сангрия, говорили, Сангрия это Spanish, да.
Мне кажется, мы слегка опаздываем. Вообще надо было мужа вперед отправить, он бы там прибежал, очередь занял. Мне в мою сторону девушка поворачивается, говорит, отдохнем. Я говорю, нет, времени нет. За что именно девушка нравится? Из запланированного чатом GPT маршрута мы выполнили 4 пункта и добавили еще 2. С маршрутом по Ибице получилось немного иначе. Чат GPT почему-то не упомянул, что добраться до старого города можно паромом, но именно этот вариант мы выбрали, как и большинство туристов с нашего круиза. В старом городе мы ожидали увидеть узкие улицы, как в Риме или Генуе, но все оказалось по-другому. Белые стены, цветы, ясное небо, ну и белье на веревках, конечно. Нам очень понравилась крепость. Пиратских кораблей или османской флотилии мы не увидели, но в XVI веке они явно были. Так что стены толщиной в 3 метра явно имели смысл. То есть вот сюда, это спуск. А еще перелистни, у них же 3 стороны. В своих планах чат GPT не учел, как сильно нас увлекли фортификация, так что на другую локацию к обеду мы не успели. Отобедали в старом городе. И это была лучшая паэлья в моей жизни. Ибица вообще настроена на отдых. После ланча, по совету нашего гида, мы пошли на пляж Таламанка и просто провели там целый день до заката. Я купалась, муж пил коктейли в тени бара, а на другие пляжи ехать не хотелось. Так что извини, чат GPT, может, в следующий раз. Кальяре. Город, про который я даже и не знала, находится на острове Сардиния. Наш гид сегодня – это чат GPT. Мы следуем его советам, гуляем там, где сказал гулять чат GPT. И вот первая точка, куда нас привел чат GPT, это какая-то площадь с обзорным видом. Вон там на горизонте наш круизный лайнер виден. Как это называется штука? Башня Сан-Мари. Ну, круто, конечно, красиво, основательно, давно построенная. Чат GPT написал немножко истории, но мы ее не читали. Гуляем по узким улочкам Кастелло Дистрикта. Это район, который находится рядом с собором Святой Марии. Даже? Да. Даже. Ну, наш гид сказал погулять здесь, а потом пойти на слона. Мы были случайно в музее археологии. Внутрь мы не стали заходить, и более того, нам даже чат GPT его не посоветовал, а все потому, что мы исключили все музеи, когда писали промпт. Но сама территория музея очень няшная, здесь очень уютно, можно много красивых фотографий нафотографировать, потому что архитектура очень интересная. Будете на районе, заходите. Че, к слону теперь? Да. Теперь к слону. Накосячил экскурсовод, сказал, надо идти смотреть башню слона, мы пришли, а башня слона закрыта.
Ну, дальше по списку был римский амфитеатр. Построили тут римляне вместе с водопроводом еще до нашей эры. Теперь такой античный объект в центре города. Теперь гид сказал, что мы посмотрели все, что можно было в этом городе. Говорит, а теперь езжайте на пляж и отдохните. Но на пляж нужно брать такси, 42 евро. А еще мы не обедали. Ну, сейчас мы подумаем, чем заняться дальше. Мы прошли по всем местам, рекомендованным чатом GPT. И напоследок он сказал, а теперь вы можете поехать на пляж. Но самое главное, что пляж был закрыт, когда мы сверились с картой. Полезная вещь, про которую нужно знать туристам. Все модные бутики на туристических улицах закрываются в час. Закрываются потом вечером, кто в 3:30, кто в 3:30. Ну, в общем, с часу и до вечера шопинга у вас не выйдет. Кальяри был последний порт в нашем туре, а это значит, пора делать выводы и ответить на главный вопрос: может ли ChatGPT планировать идеальные туристические маршруты? И что же по этому поводу думает сам ChatGPT? Конечно. Давайте подытожим. Начнем с плюсов. ChatGPT может предложить разнообразные маршруты, учитывая ваши предпочтения, и предоставить подробную информацию о достопримечательностях. Это удобно и быстро. Теперь минусы. ChatGPT может не учесть локальные особенности, изменения погоды, события или новые интересы пользователя. Маршрут может оказаться негибким и требовать корректировок. В итоге ChatGPT – отличный помощник, но лучше использовать его вместе с другими источниками для более полного и гибкого планирования. От себя добавлю, что приключения начинаются тогда, когда мы начинаем к нему готовиться. У вас появляется чувство ожидания, вовлеченности, и в итоге это делает вашу поездку более содержательной и эмоциональной. Так что ищите информацию, читайте отзывы, смотрите видео, и ChatGPT вам в помощь.